Добрый день, уважаемые подписчики и подписчицы. Герой нашего сегодняшнего обзора – планшет Nomi Corsa C0710. В прошлом обзоре я вкратце показал распаковку. В этом собираюсь рассказать о плюсах и минусах, обнаруженных за 2 дня использования. Но перед этим, как долго этого ждал, снимем пленочку с экрана. Вау! Самое приятное в новой технике — это пленочка. Так, краткие технические характеристики. Диагональ дисплея 7 дюймов, разрешение 1280 на 800, тип матрицы IPS. Операционная система Android 6.0. Да, Android 6.0. Процессор MTK 8321, количество ядер 4, графический ускоритель Mali 400, оперативная память 1 ГБ, встроенная память 16 ГБ. Ну, кроме того, есть возможность дополнительно установить карту памяти до 32 ГБ. В планшете установлен 3G модуль, который позволяет подключиться к интернету. Кроме того, совершать звонки, получить смс-ки в 2G и в 3G сетях. В телефоне есть Bluetooth, GPS, Wi-Fi. Камера, задняя камера 2 мегапикселя без автофокуса. Ну и фронтальная камера для скайпа 0,3 мегапикселя. Кроме того, микрофон, ну и монодинамик. Итак, что мне понравилось в этом планшете? Первый плюс. Nomi в своем планшете использует стандартный лаунчер от Google. Ну, я его, конечно, уважаю. Они решили использовать вылизанный и простой лаунчер вместо того, чтобы пилить что-то кривое, корявое и дико тормозящее на свое. Лаунчер работает очень шустро, без тормозов, без подвисаний, без лагов. Однозначно плюс. Второй плюс — это эргономика. Планшет получился довольно-таки компактный и легкий. Узкие боковые рамки визуально увеличивают диагональ. Его удобно держать одной рукой. Ну и кроме того, он легко помещается в небольшую барсетку. Это тоже однозначно плюс. Экран, конечно, не ретина, но очень даже неплохой. Большой запас яркости, углы обзора, высокий PPI. Ну, в общем, IPS, он в Африке IPS. Претензий к экрану нет, это плюс однозначно. Потом, как я уже говорил, Android 6.0. То есть Android 6.0, он гарантирует, что по крайней мере пару лет на этом планшете точно будут запускаться последние версии приложений. И это, конечно, большой плюс. Производительность более чем достаточно для комфортной работы с документами, для браузинга в интернете, для просмотра видео в соцсетях, в YouTube. Ну, тоже однозначно плюс. Объем встроенной памяти в планшете 16 ГБ. Пользователю доступно около 12. Ну, к тому же есть возможность, как я уже говорил, поставить карту памяти до 32 ГБ. Это тоже плюс однозначно. Поддержка 2 сим-карт. Возможность работать и совершать звонки в 2G и 3G сетях. Лично мне это не нужно. Могу раздавать интернет со своей основной карты, со смартфона. Ну, думаю, найдется много людей, кому наличие 3G критично. Тоже плюс. Кстати, напишите в комментариях, важно ли вам наличие 3G в планшете, или вы, как и я, предпочитаете раздавать интернет со своей основной карты со смартфона. Сборка на довольно-таки неплохом, я бы даже сказал, на высоком уровне. Люфтов, скрипов, щелей, заусенец. Этого не было изначально, ну и до сих пор я вот его 2 дня использую, до сих пор нет. Ну, это приятно. Плюс. Для любителей игр и цифр. Значит, я устанавливал несколько игр, несколько тестов. У меня стоит Antutu, Quadrant. В Antutu планшет набирает 20, ну почти 23 тысячи попугаев. Я вам запущу игру Асфальт. Ну, можете сами оценить.
Игра идет довольно-таки неплохо. Ну, видны небольшие притормаживания. Ну, извините, неудобно играть так, держа планшет под углом перед камерой. Ну, я думаю, вы получили представление о скорости работы этого планшета в играх. Так, пойдем дальше. Как я уже сказал, что мне в планшете понравилось. Довольно-таки качественный экран, дизайн, компактность, наличие 3G, большой объем встроенной памяти, 4-ядерный процессор. Но так как это не хвалебная ода производства Номи, а правдивый обзор, добавим в эту бочку меда несколько ложек дегтя, а добавлять есть что. Так, во-первых, аккумулятор. При использовании в режиме онлайн-браузинга аккумулятора хватает максимум на 2,5 часа. Ну, плюс-минус немного. Если смотреть YouTube, я думаю, часа полтора. Точно не засекал, примерно часа полтора. На игре он тоже проживет до 1,5 часов на одном заряде. Я скажу так, аккумулятор меня немного разочаровал. Во-вторых, не так плох звук, как вибрушка. Она какая-то противно дребезжащая китайская, очень мерзкая. Рекомендую сразу ее отключать. Звук не хороший, не плохой, он просто никакой. Высокочастотный, ненасыщенный, тихий. Хорошо, хоть не дребезжащий. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть звук как-то абсолютно ни о чем. Камера. Она лучше, чем камеры в китайских девайсах 11-13 годов. Умеет снимать в HDR, имеет вспышку, но она без автофокуса. Зачем? Зачем вспышка, зачем HDR без автофокуса, не понимаю. Потом, отсутствует датчик освещения. Не знаю, можно это или нельзя назвать минусом. Так, небольшой минус. Дальше. Оперативная память 1 гигабайт. В большинстве случаев этого достаточно, но для многозадачности это очень мало. Минус. Говорят, внутри первых iMac'ов есть автографы всех, кто принимал участие в их создании. Тут немного круче. Но я решил на этом не экономить, и в планшете, который достался мне, я обнаружил кусочек ДНК сборщика. Я не знаю, видно вам или нет. Вот здесь вот под сенсором находится небольшой кусочек волосинки. Не знаю, видно вам или не видно. В общем, осталось раздобыть чашку Петри, я смогу вырастить своего собственного китайца. Палец вверх, у кого дома есть свой собственный комнатный китаец. Так, и вывод. Начнем с основного. Цена этого устройства $70. За эту цену вы получаете 7-дюймовый фаблет с хорошей IPS-матрицей, 4-ядерным процессором и 16 гигабайтами встроенной памяти. Есть ли более интересный вариант за эту сумму? Я его не нашел, и поэтому думаю, что Номи можно простить слабый аккумулятор и плохой звук, и следы ДНК под сенсором. Совершенства нет, есть только путь к нему. И Номи, оправдывая свою аббревиатуру, шагает по этому пути. Хромает, спотыкается, но шагает. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам наилучшего. До скорой встречи.